после ваши вопросы, комментарии. Да. Вы получите потом. Добрый день, спасибо большое за презентацию. Я представлюсь, меня зовут Олег, я из Питера или ныне из Турции, не знаю уже откуда я. Вот, представляю небольшое сообщество инвесторов, которые рассматривают тоже, в том числе технологические проекты. У меня два вопроса к вам. Первый вопрос, что уже у вас есть, да, что уже разработано. И второй вопрос относительно конкурентов типа AdFcash, то есть, грубо говоря, условно, у тебя есть выпущенная нормальная банковская карта, у тебя есть приложение, в котором ты автоматически сконвертировал там, крипту в доллары и тут же в магазине расплатился. То есть почему не так? Да? То есть, чем лучше? Спасибо большое. Что у нас уже есть? Это программный кошелек, который мы уже сделали. А также мы заказали первую партию карточек, ну, в тестовом варианте, чтобы понять, что мы точно можем это реализовать для широкого рынка. Вот. Но сразу говорю, что тестовая партия — это буквально единицы кошельков, единицы карточек. Вот. По поводу AdFcash взаимодействовал, и когда я пытался сделать точно так же, как и вы, комиссия, ну, из точки А я положил, допустим, 100 рублей, а в точке Б я получил 90 рублей. Это взаимодействие с фиатом, это вечные перегонки, комиссии, transaction fees и потери. Мы не хотим притрагиваться к фиатным деньгам, и поэтому ждем распространения и легализации криптовалюты и создания налоговой базы. Соответственно, будет налоговая база, мы сможем платить налоги, перестанем платить, грубо говоря, Визе и MasterCard их комиссии за транзакции. Вот. Вот. Кто-то еще? Скажите, пожалуйста, вы собираете все кошельки в одном месте пользователя? Если грубо, мы тянем информацию со всех кошельков в наше одно приложение, и вы видите в нашем приложении то, что у вас сейчас есть. Вы тянете только информацию или доступ к кошелькам? Тянем ли мы вашу сид-фразу? Да, это тоже. Сид-фразу мы тянем, но, опять же, это по сути, мы делаем мобильный кошелек с внутренним кошельком, куда вы присоединяете все свои остальные кошельки, но также и биржа. Вы имеете доступ, как и к остальным кошелькам. Но только видите все в одном окне. То ваш код закрытый, то есть ваше приложение проприетарное. По мне, так это единая точка отказа и... Мы хотели open source решение пилить. Open source? Да. Это прекрасно. Ну, да. Что вы скажете насчет единой точки отказа, то что вы собираете все данные пользователя в одном месте, и если что-то произойдет, уязвимость, то ваш пользователь потеряет значительные суммы со всех своих кошельков. Налогов и бирж. Могу сказать так, что на этот вопрос может ответить человек по первому имейлу. И вообще мы об этом думали. Но мы постараемся это предотвратить. Спасибо большое. У меня еще один вопрос. Да. Синхронизуй. Отправляете ли вы данные пользователя на свои сервера? То есть синхронизация между устройствами или что-то типа этого? Если он, допустим, с 2 телефонов зайдет в наше приложение? Да. Но у нас же все в блокчейне крутится, нет? На сервак не отправляем, нет. Данные пользователя, да? Мы ничего сами не храним. Вот так. Мы общаемся в блокчейне, все. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопрос, и мы перейдем еще к вопросам, которые у нас, очевидно, есть еще в Zoom, потому что в Zoom у нас сидит тоже сейчас немало экспертов. Пожалуйста. Желательно задавать бизнес и маркетинговые вопросы. Вот так точно будет лучше. Да. Спасибо большое за маркетинг. Как я вижу, здесь такой гэп большой, не знаю, там. Ну, короче, дыра. Есть люди, которые новички, у которых там везде понемножко, которые всем пользуются, но вообще не знают о безопасности, не будут лишние деньги тратить. А есть люди, которые серьезно этим занимаются уже или годами приобрели какое-то количество, или хорошо сейчас вложились, они будут искать максимально безопасные там, решение максимально безопасное. Как вы хотите позиционироваться, чтобы преодолеть эти два полюса?
Но я думаю, ни для кого не секрет, что легче всего в маркетинге привлекать новичков, пользователей, которые не шарят, и они стоят дешевле всего. Соответственно, сначала мы ходим на аудиторию, составляющую подавляющее, большинство это у которых везде что-то лежит, что-то где-то торгуется, что-то где-то теряется зачастую, и мы предлагаем им установить наше приложение, которое сведет все вместе внутри. Соответственно, на них в первую очередь мы собираемся зарабатывать, продавая им свои хардволлеты. Тем более продать оффер новичку, сохранить свои денежные средства, цифровые активы безопасно намного легче, нежели чем прожженному криптону, у которого, скорее всего, уже есть леджер, его будет сложно переманить, и, скорее всего, нам в него лучше не целиться. Соответственно, будут новички, которые имеют несколько аккаунтов, несколько кошельков. Вообще, по исследованию, которое мы проводили, вот такие пораженные пользователи, они уже на самом деле имеют что-то аппаратное, они все хранят в одном месте, и с высокой долей вероятности они не будут пересаживаться на что-то иное. Поэтому мы сначала метим в новичков, которые не имеют холодных кошельков, но имеют кучу программных и кучу аккаунтов на бирже, где у них разбросано по 200, 400, 300 USDT. Вот так. И общий деп там типа $5-10. Спасибо большое. Раз. И перейдем к экспертам из Zoom. Да, я думаю, по поводу экспертов из Zoom можно руку в Zoom поднимать и не отслаивать так оффлайн от онлайна. Саша, у меня вопрос. Вот я увидел Филиппины в качестве рынка VPN. Какая дальше стратегия Гроусхаба? Вот Филиппины — это небольшой рыночек достаточно, да, хоть там как-то реализовано, все хорошо, но это не те деньги, которые дадут вам нужное количество иксов там до Series А. Как дальше планируете действовать? Но если говорить общими словами, то в целом это Азия, это сначала Филиппины, потом Вьетнам, потом Таиланд. А после этого мы смотрим в тир-1 страны, это США, Канада, и что-нибудь в Европе. С Европой мы еще до конца не определились. Возможно, это будет Эстония. Возможно, это будет Эстония. Вот так. Но в целом сначала это будет однозначно Азия, потому что там как-то легче всего именно с легализацией всего процесса протекает. Вот. Спасибо. Есть ли у нас вопросы из Zoom? Тут чат, наверное, мне открыть? Можно? Да. Может быть, повторять их в микрофон. Так. Сейчас, секунду. Сейчас все будет. Так. Manifings. И, коллеги, может быть, еще вопросы есть? Да. Сейчас тогда... Сейчас молодежь раньше, прошу. В Zoom вопросов, видимо, нет. Да, коллеги, у кого-то, может быть, к ребятам есть какие-то вопросы, или мы переходим к следующему проекту? Просто мы уже услышали, что вопросы из зала идут, мы, к сожалению, не слышим их, потому что тихо достаточно они звучат, надо либо повторять вопрос, либо, соответственно, второй микрофон все-таки выдать в зал. Соответственно, у ребят, экспертов, кто в онлайне, есть, может быть, какие-то вопросы, кто-то хочет что-то спросить, уточнить? Вот, Андрей, вижу, что ты хочешь задать вопрос, и можешь это сделать, в общем-то. Да, спасибо большое, всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, ценовое позиционирование ваших холодных кошельков, оно будет дороже, такое же или дешевле по отношению к тем конкурентам, которых вы привели? И я, может быть, пропустил, но я не увидел сравнительную табличку по стоимости и функциональности. Сравнительной таблички, вы правы, не было в презентации. По стоимости средняя цена на hardware wallet, если мы говорим о распространенных решениях, это от 99 до 149 долларов, до 139 долларов. Мы метим в более низкий ценовой сегмент, это $60. Скажем так, маржинальность кошельков очень высока, тем более такого форм-фактора, как у нас. Эта Java-карточка, которую мы планируем использовать как hard wallet, она в себестоимости очень низка. Вот. Собственно говоря, все. Спасибо. Мы метим чуть ниже рынка. Дмитрий, у тебя вопрос, можешь задавать. Да, ну, во-первых, обратную связь, там, да, сейчас действительно есть проблема, если используется несколько там криптобирж, собрать все это в одной куче, но сейчас, допустим, я там пользуюсь сервисами типа Intel Invest или Snowball Income, где, по сути, там в ручном режиме все это создается. Вот, ну, это так, как обратная связь. Скажите, пожалуйста, а на базе какого банка там, вы планируете собственную карту выпускать?
Смотрите, мы не перебегаем к фиатным вообще никаким решениям. У нас были мысли по поводу возможного какого-то внедрения покупки-продажи внутри кошелька для дополнительной монетизации, либо в будущем, как Pivot сделать, что выпустить на базе этой криптокарточки нечто похожее, как делают Wise или вот как Add в Cash, чтобы можно было расплачиваться в обычных магазинах. Но это, опять же, исключительно планы, и мы бы к такому хотели прибегать в последнюю очередь. Только тогда, когда наши текущие идеи закончатся. Мы хотим полностью уйти от фиата и полностью перейти в мир криптовалюты. Мгм. Ну, понятно. Но в любом случае, даже если расплачиваться картой там через телефон, через NFC, да, то есть у вас же должен быть какой-то сервис-провайдер, который вам, то есть, процессинг предоставит. Смотрите, если так делать через крипту, это нам не нужно. Если мы говорим про то, как бы заплатить с этого налоги, в данный момент сейчас нигде такого нету. Сейчас нигде нельзя заплатить налоги с биткоина, с эфириума, с USDT. Вообще нигде нельзя заплатить налоги с крипты. Можно заплатить налоги с фиата, который был получен из крипты. Ну, типа мы отдаем биток, конвертим его в фиат, платим с этого налоги. Да, такое есть. В этом случае нужны банки. В случае, когда платим с крипты, банков нет. Вот. Понятно. Спасибо. Ну, я больше поднятых рук не вижу, соответственно, видимо, остальным коллегам все понятно, и они пока не готовы спрашивать. Соответственно, предлагаю тогда перейти. Спасибо большое, и предлагаю, наверное, передать микрофон Жене. Спасибо большое еще раз. Спасибо.